Игорь, а ты материнский капитал взял? Все льготы важно отменить. Коронавирусные выплаты семьям многодетным. Что такое 5000? Собирание вот этих вот копеек. В месяц зарплата должна быть не менее 100 тысяч. Ты, Игорь, кукухой, что ли, подъехал? Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Я недавно узнала о таком, наверное, можно назвать это способе заработка. Есть вот прям целый ряд семей. Интересно. И в регионах, и, наверное, может быть, в Москве кто-то есть. Они разводятся для того, чтобы потом женщина могла получить пособие как мать-одиночка. То есть эта семья продолжает жить семьей, но для государства она становится матерью-одиночкой. Как вам такое, и как вы думаете, почему люди это делают? Ну, во-первых, я бы хотел отметить знаменитую русскую смекалку. Молодцы. Слушай, когда богатые люди разводятся, чтобы на налогах сэкономить, то есть это типа норм, да, а когда, значит, ну, не очень богатые разводятся, чтобы там где-то там на налогах или на пособиях там получить, ну, почему это не норм? Это смекалка называется. На самом деле я тоже так раньше думал, что это смекалка и что это круто. Чего греха таить? В 90-е годы, кто занимался бизнесом, тоже постоянно схематозничал там на налогах там и так далее. Ну, занимались все, я тоже занимался. Мы считали так, что если мы можем сделать где-то оптимизационную схему и не заплатить налоги, то незаплаченные налоги — это прибыль. И в какой-то момент мы вдруг видели, что вся наша деятельность подчинена тому, чтобы схема работала. То есть мы вдруг поняли, что мы не производством кровельных и изоляционных материалов занимаемся, а мы занимаемся устроением схем. Вопрос не в том, что можно стырить или слямзить, или как это, заимствовать, или ну, взять, что плохо прикручено, да? Вопрос в другом. Главный вопрос — чем я занят, на что я трачу свое время, в чем я специализируюсь и в чем в результате я стану мастером. Мастером по тырингу, да? Ну, или мастером по тому делу, чем я занимаюсь. Вот и все. В результате я взял в бизнес, и мы однозначно решили это с моим партнером вместе, что все, мы переходим на схему, когда не вот эти вот налоговые оптимизации там или какие-то будут в основе нашего бизнеса, да, а наш бизнес будет в том, что мы будем получать чистую прибыль с производства кровельных и изоляционных материалов. И не важно, сколько нам налогов следует заплатить, вот все, что следует, мы заплатим. И будем смотреть, прибыльны ли мы. Именно поэтому сегодня компания Технониколь не просто лидер рынка в России, но мировой лидер, миллиардная компания. Именно потому, что мы концентрировались не на схемах, используя нашу смекалку, да, а использовали нашу смекалку на том, чтобы стать самыми лучшими в своей отрасли. Так и у людей, как мне представляется. Если человек концентрирует свое внимание и свое жизненное время, и свою смекалку на том, чтобы льготы, чтобы сидеть на льготах, получать дополнительные льготы и так далее, то человек утрачивает способность к расширению своего дохода, базового дохода. И даже если он пару раз там где-то льготы расширил и получил и так далее, но это не очень выгодный путь. Более выгодный путь — расширять свой доход постоянно и использовать свою смекалку на это. Вот и все. Как вам кажется, если перейти к конкретной ситуации, да, когда человек выбирает попросить что-то у государства, там взять, легально, нелегально, неважно, почему он делает этот выбор вместо того, чтобы пойти и заработать эти деньги? Может быть, и нет у него выбора? Происходит это потому, что люди сознательно или бессознательно, но выбирают бедность. Бедность всегда там, где ты у кого-то что-то просишь или ждешь. Люди, которые хотят богатства, жить достойно и чувствовать себя счастливо и так вот полно, они выбирают всегда сделать самому. Вот какой выбор сделаешь, так и будет. Будешь просить, ждать, надеяться и верить, ну, флаг тебе в руки, умрешь ни с чем. Именно умрешь. Будешь умирать каждый раз постоянно, когда тебе будут отгружать очередную льготу, 5000, видишь ли, там, коронавирусные выплаты,
а семьям многодетным. Что такое 5000? Однако я вижу 100 тысяч людей, которые говорят: хотя бы 5000. Ребята, очнитесь. Вы чего? До тех пор, пока вы сидите и, получая 5000, радуетесь, или 10 тысяч, или замутив очередную схему, там, походив по кабинетам, вымутив 100 тысяч каких-то льгот от разведения или там каких-то пособий. Ребята, это иллюзия жизни. Так не живут. Слушайте, 100 тысяч, да даже 200. Ребята, у вас каждый месяц зарплата 200 тысяч должна быть, чтобы жить достойно. Меньше не должна быть зарплата 200. А чтобы у вас была 200 тысяч, надо пойти и взять свое. Взять свое, а не ждать. Вам никогда не принесут эти 200 тысяч. Каждый месяц пойти и взять свое. Давайте посмотрим более глобально со стороны государства. У нас есть там поддержка молодых семей, льготы для них, в том числе там на покупку квартиры, сниженная ипотека. У нас есть материнский капитал. Значит ли то, что вы сказали, что это все надо отменить, что это все плохо и не должно быть? Да, это значит, что все подачки, все льготы важно отменить, убрав иждивенческую ориентацию людей. Оставить только там, где больные, немощные, которых нету своих рук, ног и так далее. Конечно, некоторые слои населения следует защитить. При этом ввести гарантированную минимальную зарплату или оплату труда в размере 100 тысяч рублей в месяц. Ребята, меньше 100 тысяч — порог бедности. Все, законодательно. Зачем вся эта распределительная система, которая берет и начинает нести кучу издержек на то, чтобы распределить эти 5000 и так далее? Зачем? 30 тысяч зарплата, 5 тысяч здесь, 50 тысяч, я еще раз говорю, 100 тысяч каждому минимум. Кто работает хорошо — 200, кто очень хорошо — 300 и 500. И сейчас, кто слушает меня, сидит и говорит: как, у меня же зарплата 30-40 тысяч, 50, как 100 тысяч и все. А вот так. И знаете, если вы работаете до сих пор за 30 тысяч рублей, то вас используют как рабский труд. То есть сперва надо лишить людей способности жить, отняв у них деньги, да? А потом надо давать подачки. Вы сказали, что льготы, по сути, надо все отменить. Хочу подчеркнуть и обратить внимание все-таки на материнский капитал, потому что многие там россияне им пользуются, гасят ипотеки своим, и наверняка, услышав вашу идею, что нужно все это отменить, сильно расстроятся и вас не поддержат. Почему все-таки материнский капитал-то надо отменить? Вот представьте себе семья, которая взяла ипотечную квартиру, оплатила материнским капиталом эту квартиру, воспитывает детей, и разговоры в этой семье такие, что вот у них вот ипотечная квартира, они ее оплатили так-то, и ребенок воспитывается в этой среде, да. В принципе, ребенок будет воспроизводить эту же модель, то есть для него будет это нормально — брать ипотеку, да, и сидеть на каких-то льготах, применять свою смекалку в этом и так далее. То есть система воспроизводит себя. Поэтому я за то, чтобы все эти деньги, в результате которые там вот в этих льготах есть, так они перекочевали к людям, но под другим соусом. Другой соус, который не порождает бедность мышления, что надо сидеть на льготах и ждать очередную льготу. Во всем мире это делается путем снижения сектора льготируемых граждан и повышения уровня минимальной оплаты труда, чтобы люди, работая на работах, неважно, даже если это дворник, подчеркиваю, даже если дворник, зарабатывали достаточно, чтобы у них была возможность улучшить материальное положение, оплатить садик, школу, больницу и так далее, начиная с дворников. Я уж не говорю о врачах, об учителях и так далее. Чтобы не хождение к чиновникам и доказывание, что ты не верблюд, стало, так сказать,
способом получения того, что тебе причитается. Да нет. А твоя деятельность, которой ты занят, ее было достаточно, чтобы твое материальное обеспечение было достойно. Все. Все. Чтобы твой сын, твоя дочка, смотря на тебя, знала, что, занимаясь деятельностью вот этой или той, можно не только прокормить себя, но и обеспечить себя на безбедную жизнь и так далее. Все. Игорь Владимирович, а вы сами когда-нибудь вообще пользовались льготами хоть какими-то? Может, у вас материнский капитал у самого, потому что у вас 4 детей, материнский капитал существует с 2007 года, вы там точно попадаете. Да. На секундочку, я многодетный отец. И мы семья многодетных. У нас 4. Да. Поэтому вот о той льготе, которую я точно знаю, это бесплатная парковка на одну машину в Москве. Да? И как-то я ее сказал: оформите ко мне, потому что в Москве заколебывает. Приезжаешь куда-то, надо оплачивать каждый раз парковку. Вот это меня раздражало каждый раз. А когда у меня оформлена машину на номер, бесплатная, я приехал, если место свободно, встал и пошел, свободен, да. Вот это меня привлекло. Основная тема — это экономия времени при вот этой возне, оплата, парковки и так далее. Хотя сейчас это все уже быстро достаточно, а тогда была целая проблема, какие-то паркоматы, надо было ходить. Вот. Подожди, а вот я вспомнил, 500 тысяч школа стоила на одного ребенка в год. Я оплатил обучение в школе. Вот, значит, мы на кого-то воспользовались. Я вспомнил, как это было. Мама спросила меня: Игорь, а ты материнский капитал взял? Я такой, нет. Она говорит: как? Я вспомнил этот разговор, то есть после этого я поручил своим помощникам: возьмите капитал и куда-то его если можно его обналичить, не в смысле обналичить, а в смысле, утилизировать, в смысле применить куда-то, да? И вот тогда появилась эта оплата за школу. Понятно? Мама. То есть социум должен быть уверен, что вы нормальный. А получается так, льготы есть, а если ты не берешь, то ты какой? Ты нормальный, что ли? Нет, не нормальный. Вот мама мне так и сказала: ты, Игорь, кукухой, что ли, подъехал? Я говорю: слушай, мам, понимаешь, я что-то такое загнал, что говорю, это льготы, они другим нужнее, мне не так нужны, и вот это время, которое я там проведу, в общем, что-то такое я ей рассказал, что мне не очень это нужно. Она мне сказала: так, Игорь, сделай это, пожалуйста, для меня. Вот, я вспомнил этот разговор. Я и сделал. Так вы, получается, Игорь Владимирович, такой же россиянин. Что так мое выходит, заберу государство. Да ты понимаешь, что выходит, да. То есть, а мы ж что, мы все из одного этого замеса. Так. Давайте так. Я уже заколебался объяснять одну простую вещь. Знаете, доберите вы льготы, пока они есть. Да? Но не забывайте об одной простой истине. Концентрация ваша должна быть на расширении дохода материального, а не на собирании этих копеек. Еще раз говорю, в месяц зарплата должна быть не менее 100 тысяч. Стоит это хождение по кабинетам, унижение и последующее это духовное проживание в этом месиве аморальщины, стоит этого всего? Вам решать. Я свое время использую на то, чтобы менять по выгодному курсу свое жизненное время. В общем, может быть, поэтому я богатый человек. Я вижу, как те люди, которые делают, как я, как они становятся богатыми и в материальном виде, и в духовном. И я вижу, что те люди, которые говорят: ладно, а мы вот так будем делать, и я вижу, как они закапываются, как они продолжают сидеть в этом болоте нытья, судачения о том, что льгот мало, хотелось бы побольше и так далее. А я так скажу: ребят, если вы тратите время не на то жизнь будет ваша дерьмо. Следует тратить время на то, что приносит вам хорошее благосостояние каждый месяц, каждую неделю, и хорошее настроение, и достойную жизнь. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.